Ну вот так вот. Сидим тут. Вот наше оборудование, смотрите, какое. Как в Боинге. Все отлично сделано. Летим на автопилоте в основном. Так вот он выглядит изнутри. Здесь 2 места, тут 2 места. И там еще спереди. Повторяю, самолет летит 400-450 км в час на высоте 8000 метров. Довольно надежная машина. Американская Пайпа или Пипер, как его называют. Перед началом небольшое предисловие. Вот ровно 15 минут назад из Германии сюда, к нам в Россию, вылетел 6-местный частный немецкий самолет. Я вот получил только что видео по WhatsApp от Вани. Они в данный момент набирают еще только высоту. И прилетят они сюда, к нам в Томск, через 2 дня, то есть 18 мая 2019 года. Вообще полет этот исторический. Еще ни разу ни один иностранный самолет вот так в частном порядке сюда, к нам в Россию, не прилетал. Они не только пересекли границу, но и углубились прямо в центр страны, в географический ее центр, к нам сюда, в Сибирь. Ну, а цель поездки и что происходило дальше, об этом по порядку. Вот они неожиданно прилетели так быстро, что я только подъехал сюда, это самое, не успел даже это. А самолет меня не пустил. На здоровье. Вань, ты скажи просто, интересно, у них какие впечатления о России, вот просто первые, самые первые? Also Russland außerhalb von Moskau und von St. Petersburg ist ganz toll. Die Menschen sind super nett, alles ist schön, aber Fliegerei in Russland ist sowas von kompliziert. Люди все хорошие, все отлично, но авиация частная его достала. Он говорит, очень-очень сложно. Дороги, быт, города. Вот вы же ехали просто вокруг вот это вот все. Манька, Тиштрассе, Гехойза, Ярославль, Уфа. Ярославль war wunderschön. Ярославль был вообще отлично. Несколько лет назад у него спросили, смог бы он сделать задание в Москву. Und für einen Pfleger? Он врач. И его позвали как врача, не как пилота, а как врача. И взяли анестезиолога и какого-то еще помощника. Повезли в Москву. Und hat uns innerhalb einer Nacht einen Learjet in Düsseldorf bereitgestellt. Специально поставили самолет бизнес-класса, чтобы они вот летели в Москву кого-то спасать. Мировой фирмы Sony, вице-президент, оказался в коме. Kommen in dieses zweitbeste Moskauer Krankenhaus. Ins Beste kommt man nur, wenn man Politbüro-Mitglied ist. Такая больница была только для политбюро людей. Кремлевская больница. Inzwischen hatte der Präsident da 3 Tage gelegen, ohne dass irgendwas passiert war. Этот лежал 3 дня в коме. Wobei ich glaube, dass die Ärzte und das Krankenhaus sich ein Vermögen hätte verdienen können, wenn die Eigeninitiative gezeigt hätten, um den vernünftig zu versorgen. Он говорит, если бы врачи, говорит, сами бы проявили инициативу и его вылечить, они бы заработали бешеные деньги. So, als wir in die Intensivstation reinkommen, da haben wir in unseren Koffern haben wir mehr an medizinischem Equipment dabei gehabt, als auf dieser Intensivstation war. В то время пришли они в эту предоперационную, как она называется, предоперационную, это пришли, и у них было столько документов, что медикаментов, что даже у тех столько в больнице не было медикаментов, сколько они привезли в своих сумках. Для этого японца. Jetzt kommen wir also in dieses Zimmer rein und sehen den da liegen und ich denke schon, oh Gott, der sieht aber schlecht aus. Они поглядели, он уже выглядел не очень хорошо. Meine Anästhesistin rollte auch schon mit den Augen, da habe ich gesagt, wir nehmen den nur mit, wenn wir vorher ein Schädel-CT bekommen, also Computertomogramm vom Schädel. Он сказал, мы его возьмем в Германию, но сначала сделаем томографию ему. Не дай бог в самолете умрет, и они виноваты будут. Ja, das könnte man in diesem Krankenhaus nicht machen. Wo ist denn das nächste CT? Ja, 5 Minuten mit dem Auto von hier entfernt. Он говорит, в больнице не было этого ЦТ. 5 минут где-то рядом стояло. Ja, ich gesagt, okay, dann lass den Krankenwagen kommen, wir werden da jetzt hinfahren und gucken. Он говорит, давайте машину, мы поедем туда и сделаем томографию, проверим. Да. Und auf dem Weg ist er gestorben. И в это время, пока они везли 5 минут, он умер. Если бы они в первый же день среагировали хорошо, то он бы выжил. 20 лет назад. То есть 20 лет назад он был первый раз в России, да? И вот сейчас, ну? Angeblich gar nicht möglich, wirklich nett. С трассы, они вот так вот, сначала идешь сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда.
И они все время запрашивали, можно нам спрямить. Вот они там думали, ладно, немцы, идите, спрямляйте. И разрешали. Это в Томске, да? Да, не только в Томске, по всей трассе от Пскова. Все разрешали, и мы экономили на этом. Бензин экономили, керосин экономили. Петлять для чего надо было? А вот такие-то трассы делают там все, я не знаю, для чего они такие же трассы делают. Ну, иногда будут запретные зоны, может быть, я не знаю почему. Ну, от Северском, допустим. Да, бывает такое, что запретные А, у нас зоны. же все секретно, все тайно. Все секретно. Даже в музее. Уже несколько лет посылает Кириллу лекарства. И решил, сам Кирилл увидит, он говорит, я уже старенький, скоро летать не могу, посылаю лекарства, не знаю, кому посылаю. Хочу посмотреть его. Основной смысл сюда лететь, он хочет познакомиться с мальчиком, с Кириллом, которому посылает лекарства. Ребята пилоты, они частные пилоты, у одного, правда, своя летная школа, у Геррита, у Раймера свой самолет. Они согласились тоже вместе лететь, чтобы керосин, все это разделить, как бы помочь там. Дешевле было ему лететь. Ну и заодно российский. Его жена, она работает в BMW магазине. Ну, магазинчик свой, как он называется, автосалон. Салончик она имеет маленький от BMW. Вот. Ну, естественно, его жена тоже хочет посмотреть Россию. Ну, я, конечно, был там кругом за перевозчика, за оплатчика и так далее. Но вот он у него своя клиника. Он, кстати, в Германии очень много помогает маленьким больным детям. Он их катает на своем самолете даже, инвалидов. Поэтому он откликнулся хорошо. У него эта тема знакомая, дети-инвалиды. Ну, есть одна ирландская фирма, которая обеспечивает заправку всех самолетов во всем мире. И у них свои контакты во всех аэропортах. И в России, и в Африке. Мы когда в прошлом году хотели лететь, мы с ними связались. И они нам обеспечили заправку. То есть мы летим, информация идет раньше нас, допустим, в Новосибирск. Мы еще только в воздухе, а уже информация, они прилетят и будут заправляться. С них денег не брать. И все. И мы летим дальше. У нас денег заправляемся и везде. Потом мы возвращаемся домой, к нам приходит счет. Очень легко и удобно. Отлично все это. Они, и самое что интересно, они продают, мы покупаем у этой ирландской фирмы, то есть они за нас расплачиваются, а потом с нас берут счет. Мы покупаем у них дешевле, чем в самих аэропортах российских. То есть в Ирландии мы покупаем российский керосин в Омске дешевле, чем в самом Омске. Дурдом, ничего не понятно, но так оно и есть. Вот. Но Трамп наложил санкции вот на Россию и запретил этой ирландской фирме работать с Россией. И пришлось нам вот буквально как в каменном веке добиваться эти заправки, которые не отработаны сами по себе для частной авиации. Томский нефтяной район, керосин в Томске дороже, чем ирландцы бы нам продавали его. В Германии каждый знает, кто такой Иван Грозный. И они его называют Иван Т. Шетлихе. И когда я представляюсь в Германии, говорю, меня зовут Иван, они сразу говорят, Иван Т. Шетлихе. Я говорю, нет, я не Иван Т. Шетлихе. Во всяком случае, в Германии про Ивана Грозного знают все. А перевод Шетлихе, у них переводится как будто как монстр. Он такой. И поэтому как-то неправильный перевод этого Ивана Грозного. И когда мы в Ярославль приехали, говорю, есть у вас такой крутой ресторан? Они говорят, Иван Грозный. Я им только сказал, что Иван Грозный. Они же бегом туда побежали. И то, что они были в ресторане Ивана Грозного, это сейчас их в Германии друзья, они просто офигеют. Они скажут, да не может быть такого. Мы сейчас все туда пойдем. Наташа. Пасашок до завтра у нас. Наташа. Надо будет. Поездка на самом деле такая первая в истории, вообще первая в истории поездка, что иностранцы на своем частном самолете прилетают в Россию, не только в Россию, а прямо в глубину России. Вы сколько городов пролетели у них? Псков, Ярославль, Уфа. В Ярославле, Уфа мы ночевали. В Омске мы заправлялись. Обратно полетим через Омск, заправимся, потом в Тюмени заправимся. И в Казани. В Казани 2 ночи будем ночевать. Из Казани мы полетим в Москву. В Москве тоже еще 2 дня побудем. Охота моим знакомым в Москву посмотреть, естественно, на метро покататься. Причем на метро хотят покататься в Москве. Вот. Потом в Брянск мы перелетаем в Брянск. В Брянске мы проходим таможню. Что интересно,
нам лететь в Брянск, проходить таможню дешевле, чем из Москвы летать за границу. Цены в Москве, конечно, это заоблачные. Ни в одной стране таких цен нет, как в Москве. По поводу маленького самолета посадки пройти растаможку стоит 1000, вы не поверите. Из Шереметьево или из Домодедова вылетали бы в Германию, мы бы заплатили как минимум просто за разрешение 3000 евро. Евро? 3000 Да, евро? да. Охренеть. А в Брянске мы заплатим примерно 100 евро. Потом, когда прилетели, остановились прямо возле вокзала в Пскове. Примерно 80 метров. Подъехал автобус. Стоит 3000 рублей. 80 метров нас провезли. Я говорю, ребята, за эти деньги я из Пскова в Москву на такси уеду. Ну, извините. Вообще в восторге от России, от русских людей. Вообще в восторге. То есть во всех аэропортах, начиная от заправщика, заканчивая какими-то службами, которыми там помогали и так далее. Настолько к ним все относились хорошо. Некоторые даже просто радовались, что этот частный самолет прилетел первый раз в истории. Вот на этом летает лет, наверное, уже 6. А вообще, как частный пилот, летает уже 40 лет. Я объясняю немцам, что, ребят, ну вы правильно, вот, у вас там она уже после войны началась, частная авиация. И до войны была она. Понимаешь, машина стоит перед самолетом, а, говорит, не имеем права заправлять. Почему? Нужно было заранее предоплату сделать. Но это глупость за бензин на самолет делать предоплату. Ладно бы какой-то Боинг, какая-то фирма, которая летает каждый день. Нужно заправляться, платить по факту. Вы же, не, если вы за хлебом идете, вы же не платите за неделю за 10 булок хлеба. Что самое смешное мне было, это было в Уфе. Мне напечатали 10 бумаг. На эту заправку 10 бумаг мне напечатали, надо было ждать и ждать и ждать. В Германии ты получишь вот такую маленькую бумажечку, там стоит количество литров и цена, и все. И делается буквально за секунды. На это у меня ушло в Уфе примерно 45 минут, чтобы рассчитаться за заправку. Их подходят пистолеты заправочные в крыло? Да, естественно, оборудование заправочное не приготовлено под частную авиацию. То есть у них эти вот пистолеты, которые вставляют в баки, они вот такой толщины. Ну, правильно, там по 10 тонн заправляют. И ребята так вот стоят, ну, понимаешь, в Германии ты любые найдешь пистолеты, они знают, для каждого самолета стоят, парятся, боятся перелить там, потому что если они много перельют, а счетчик показывает, что заправлено, нам платить за это, за то, что они перельют. И они тоже этого боятся, они стараются, молодцы люди, хорошие работники. И вот они по капелькам, кап, кап, кап. Поймите, я не хочу никого обидеть. Я хочу сказать, что это нормально. И на всем учатся. Когда-то и там было так же ненормально, но постепенно люди вот, учатся, заводят себе специальную технику для маленьких самолетов, для частной авиации, заводят специальные заправочные машины, пистолеты. Я считаю, что вторым, вот как минимум в Пскове, в Ярославле, в Уфе и в Омске будет намного легче, чем нам было первым. Я говорю, ребят, ну какая разница, самолет или велосипед? Ты же садишься на велосипед, ты можешь весь мир прокрутить. Почему тебе нужно на самолете какие-то специальные разрешения, какие в России есть специальные разрешения, буквально на все. Даже зайти в аэровокзал, и не пускают даже с перрона, зайти на аэровокзал нельзя тебе. Тебе нужно доказать 1000 бумажек. Какие бумажки? У меня вот самолет стоит, ребята, я прилетел, там сидят диспетчера, там знают все службы, что я прилетел. А обратно попасть на перрон вообще почти невозможно. В Африке все отработано. Прилетел, заправился, заплатил деньги за обслуживание, какое-то, я не знаю, и улетел. Тут начинаются какие-то проблемы, и поэтому нужно с ними решать. А если ты не знаешь русскую, в аэропортах, конечно, английский язык никто не знает. Может быть, там несколько человек, диспетчера там знают. Как и на заправках, да? Твой товарищ-то немец-то приезжал на мотоцикле? Да. То же Сколько самое. ему, 70 лет было, да? Да, ему, да, 70 было. 70 И он на мотоцикле из Германии приехал сюда, в Томск. Ему бросилось в глаза, что на заправках, говорит, люди, говорит, английского языка не знают, заправщики. Привет, Коля. Здорово, Ну вот, Большое. это на целый год лекарства он привез. Но он посылал уже до этого несколько лет эти лекарства сюда. Просто они друг друга не знали. Они даже мальчика не знали. Так, он говорит, я посылаю медикаменты, но мне просто хочется увидеть этого ребенка, кому я посылаю.
Вообще он занимается в своей жизни этой деятельностью, помогает в Германии очень много детям, которые больные, катает даже на самолетах их просто, занимается такой деятельностью. Когда я ему сообщил об этом ребенке, он отозвался, много лет посылал лекарства, а потом сказал, знаешь, я, говорит, старый, может, я не увижу, кому посылаю, хочу приехать и посмотреть на этого ребенка, пожать ему руку, привезти ему эти лекарства, то есть он от чистого сердца все это сделал, организовал весь этот полет, меня как переводчика, значит, своих друзей, которые могли ему тоже помочь в оплате. Не такой уж он богатый человек, оплата за керосин стоит, мы 25 часов будем лететь туда-обратно. Можете себе представить? Стоимость керосина получается? 25 часов. Большие деньги, ну, грубо говоря, 7 тысяч евро. Как бы это только керосин и все, не считая цену самолета. Да. Как он, человек, этим занимается, благотворительностью вообще в мире. Естественно, он отозвался, уже много лет посылает лекарства, сюда привез. Кирилл, ты меня узнал? Кирилл, ты меня узнал? Узнал. Он меня узнал. Коля, проблема была тоже большая, чтобы они сюда приехали. Говорит, Ваня, я не могу, у меня денег нету приехать. Я говорю, ну, приехать, ну, люди хотят поздороваться с тобой. Приехать надо было, это обязательно. Надо было приехать, ей надо было отпрашиваться на работе там. Ну, тем не менее, приехали и порадовали вот этих гостей из Германии. Познакомились, что они вообще очень... Когда они узнали, что мой брат Василий отозвался и привез их сюда, они, Василий, моего брата, там, спасибо, дорогой друг, если бы не ты, они прям... Я тоже большой, мне слезы на глазах, как он этим дело все делал. Это не описать просто. Наши трудности, как мы сюда летели, вообще не описать. Ведь длинная история. Это самое главное, что они встретились. Он посылает много лет лекарств и не знает кому. Все говорят, что вот Германия, Россия, враги, фашисты и так далее. Вот и они ваши фашисты. Какие они фашисты? Это обыкновенные люди, сердечные, у которых есть сердце, душа, чувство помощи, взаимопонимания. Это вот люди, ну, настоящие, хорошие люди. Никакого отношения ни к войне, надо про нее вообще уже забыть, по большому счету, надо жить дальше в мире, в дружбе и больше встречаться, больше общаться. Ну, то есть была большая полетная подготовка, это не просто так, как полететь, да, большая, которая длилась примерно несколько месяцев, с ума сойти, по России. Это ты каждый город обзванивал, нужно, да? Так мало того, что обзванивать, нужно было специальное разрешение от города к городу. Да, видишь, ребенок говорит да. От души спасибо, скажи большое, от души. Да. Ну, я больше говорить ничего не буду. Да все, нормально. Gerrit hat gerade schon angedacht, vielleicht können wir sogar mehr für ihn tun als nur Medikamente. Ja. Zum Beispiel Orthesen fürs Handgelenk, für die Knie, für die Füße, sodass er sich viel besser bewegen kann. Михаил. Его зовут Михаил. Михаил. Он предлагает, не предлагает, он пришлет специальные манжеты, которые вот одеваются на коленки, на все эти вот суставы. То есть они как боль убирают. И поэтому человек может двигаться без боли, а постепенно привыкает к этому и уже без манжета будет двигаться. Пластику убирают. Да. То есть они, вот видишь, они его увидели, у них уже другое появилось мнение, как помочь дальше. Он говорит, 45 Grad. Руку уже можно маленько двигать. In 2 Wochen hat die Hand gerade, wenn eine Он говорит, через 2 недели рука будет прямее стоять. No? Да, потому что сухожилия сжимаются, а когда выпрямишь, они будут растягиваться. Тоже все, они пришли к этому. Спасибо. В общем, отозвались помочь. А вообще предыстория, конечно, такая, что когда-то его бабушка, я разбился на мотоцикле, его бабушка ночью мне кровь сдала. Пришла ночью, отозвалась, вызывали донора. Тетя Валя, да? Да, она... Тетя Валя Гольченко, для меня она очень хорошая женщина, она как сестра получается, потому что была авария у меня на мотоцикле, я разбился, вызывали доноров, и она ночью пришла и все, даже не интересовалась кому и как, я ее потом нашел, а потом случайно узнал, что оказывается ее внучок. Ну и я вот уже много лет помогаю, это получается, ну, мой внучок, если мы с ней одной крови, и с удовольствием все это делаю, и чувствую себя благодарен Валентине, конечно. Ей большой привет. Валя, тебе большой привет, если ты меня увидишь, молодец, ты хорошее дело делаешь. Спасибо тебе. Все. Ну, так вот. Гита большая тоже.
пришла? Спасибо. Спасибо. Фермик Салис, окей. Для меня не надо будет спасибо говорить. Да, ладно. Спасибо, всем спасибо, что... Ну, они вообще, им очень понравилась Россия, конечно, да? Они от русских людей в восторге. Просто везде к ним относятся, как будто они родственники к ним. Они не ожидали такого тепла. Просто нужно какой-то контакт иметь. Когда контакт имеешь, то все друг друга понимают, даже не зная языка. Левый не хочет, он при желании может, конечно. Вендеви Мактас. Das muss das linke Hand gerade werden. Wenn er die Finger bewegen kann, das ist ja ganz toll. Aber die kann er erst dann einsetzen, wenn Если он может смешить, очень хорошо. Was weiß ich, 3-mal die Woche versucht, das immer ein paar Grad anzulängern. Vielleicht wird die Sehne noch mal länger. Ein bisschen faul, ich versuche ja, aber er kann die Hand nur dann gebrauchen, wenn es einigermaßen gerade ist. Bei diesem hier kann man die Finger nicht gebrauchen. Ja? Und das wäre sicherlich, vielleicht muss man ihn operieren. Klar, да, мы ногу-то оперировали, она как бы более-менее относительно. Даже полгода на распорках был загипсованный. 6 Monate waren на гипсе. Полгода на распорках. Ja, wobei die Hand kann man ja auch in der örtlichen Betäubung machen hier oben. Ne? Nein. Ja. Когда можешь, ты идешь. Целочек отправь сегодня, показывай. Добрый день, Наталья. Так, где будем сейчас? Куда? В какое место едем? Сейчас едем к 2 часам на экскурсию. With students, we have more, about 700,000. Wow. 5 universities we heard. Six universities. Okay. Did you find some new resources of oil and gases? From time to time, they find new sources, new gas and oil sources. This business started in the Soviet times, and attached to the tree because of their wooden carvings and the type of buildings. Zweite Winter. Erstmal hier. Was heißt das auf Deutsch? Ja. Короче, обещали мне сделать пропуск в аэропорт сейчас, чтобы к самолету был у меня допуск. Здорово, Валя. Здравствуй. Что ты меня пугаешь? Я приехал, ты говоришь. Наталья испугала меня. Да? Доброе утро, а? Доброе утро! Не знаю, где мы как бы на территорию попадем, или с вами первым, или может быть он стоит проходить. Ну надо с Натальей созваниваться, да? Переводят с помощью Google переводчика. Смысл в чем, что им, чтобы они вот улетают отсюда, нужно пройти медконтроль и потом таможню. Одни говорят, надо медконтроль проходить, другие говорят, не надо медконтроль. 200 литров, все. На КПП. Туда зайдешь и стой там, тебя вызовут. Да, здесь все решает личные связи. Люди просто не знают, как нас к нашему самолету пропустить. Фроленко идет? А зам Фроленко. Да глупость, конечно, мы улетаем. Какие пропуски? Ну, короче, выписывает 7-6. Не, он еще не подошел. Поэтому они тут сидят, не знаю, что толком делать. Ну, допустим, мне сейчас сказали, нам теперь надо звонить, пропуск не надо войти. Но заправку решает моя знакомая вместе с Фроленко. Просто мы не могли найти, кто с нас возьмет деньги. Электронный адрес, да, у меня есть, на который нужно сбросить запрос. Короче, пропустили, но минут, наверное, 30-40 ушло на чтобы пройти. Во всех аэропортах такая фигня, да? Они просто в шоке все, но нет законов, люди не виноваты. Это был такой первый полет здесь вообще по всей России, частный полет. Они просто не понимают, как можно на частном самолете летать по всему миру. И вот в процессе сборки и монтажа всего отснятого за эти дни материала я продолжаю получать от Вани видео и фото сообщения с обратной дороги. В Тюмени была сильная задержка, с ними опять не знали, что делать. Вопрос решался через знакомых в Томске. Думаю, про проблемы все понятно, никто специально козни не строит. Просто иностранцы на своем личном самолете – это взрыв мозга на местах и полное зависание системы. Маршрута, да? Омск, Томск. И тут что важно? В этот момент в ход вступают обычные человеческие отношения.
доброта, понимание и желание помочь. За это время они встретили очень много хороших людей, которые помогали как могли, помогали бескорыстно. Это Анар, Светлана и Александр из Ярославля. Благодаря им в Ярославле прошло вообще все отлично. Сергей Минигулов, город Уфа, пригласил в свой частный аэропорт, где они с женой угощали гостей местной кухней и говорили об авиации. Игорь, у него свой частный аэропорт под Казанью. Проблем вообще не было, кроме теплого приема. Посмотрите, ребята, какая красота. Все в порядке. Все блестит. Это просто фантастика. То, что мы здесь видим в Казани. Евгений, аэропорт Мячково, Москва. Евгений Кабанов, тоже Москва, помог проложить все трассы и получить разрешение для полетов по России. Особая благодарность Наталье Геннадьевне Гориной, директор Росбанка в Томске. Она решала не только организационные моменты, но и вопросы с заправкой самолета. Ваня, ты потихонечку льешь, да? Этот момент, заправка, как оказалось, был самым тяжелым во всей этой истории. Что, Ваня, весело или нет? Или грустный? Да, нормально все. Самое главное, что заправляемся.